Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос». Это программа о самых интересных событиях и людях отечественной и мировой космонавтики. Вернувшиеся на Землю космонавты Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Комментируя итоги послеполетной пресс-конференции уникального экипажа, официальный сайт Роскосмоса сообщает: Юлия Пересильд назвала свое состояние достаточно бодрым, хотя и 12 дней на орбите хватило для того, чтобы отвыкнуть от ходьбы. Клим Шипенко подтвердил, что после посадки пошатывало и заносило, но сейчас от этих явлений почти ничего не осталось. Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий сообщил, что чувствует себя хорошо. По его словам, чем чаще бываешь в космосе, тем проще адаптироваться на Земле. Напомню, для Героя России Олега Новицкого это была 3-я орбитальная командировка. Он работал на МКС более полугода и трижды выходил в открытый космос. Роскосмос, Первый канал, вызов, Юлия Пересильд, Олег Новицкий, Клим Шипенко. Теперь об этом знает весь мир. Ведущие телеканалы и Роскосмос ТВ показывали посадку уникального экипажа в прямом эфире. А сегодня в Большом космосе самые яркие моменты встречи Астреев в казахстанских степях, на аэродроме Чкаловский и в Звездном городке. Ну что ж, давайте еще раз посмотрим, как это было. Все выполнил, сетка погасла. Принято. Наблюдают СТС. Внимание, посадка. Добро пожаловать. Их возвращение ждали 12 дней. Родственники живыми и здоровыми. Коллеги с выполненным съемочным планом. Первый в мире киноэкипаж превзошел самые смелые ожидания. На орбите им удалось снять на 20% больше запланированного материала для полнометражного художественного фильма. Добавились импровизированные сцены, которые предугадать на Земле сложно. Соцсети тем временем разделились на 2 лагеря. Одни поддерживают популяризацию космической отрасли и уверены, что после такого проекта дети снова будут мечтать о космосе. Другие, что съемочная группа и вовсе никуда не летала, а занималась пиаром. Проблема в том, что 90% людей, которые бы видели это, не зная ничего о полете, были уверены, что это постановка и компьютерная графика. Но так как составляющей частью полета является его освещение в средствах массовой информации, что подтверждает подлинность полета, но сомневаться в этом могут только идиоты. «Вызов» – это совместный проект Роскосмоса и Первого канала. Попытка заставить весь мир говорить о космосе и Международной космической станции. Попытка, очевидно, удалась. Полет российского киноэкипажа попал в заголовки мировых СМИ. Фильм, который все мы ждем, вне зависимости от сборов, попадет во все киноучебники. А накопленный опыт, в том числе интенсивной подготовки, будет реализован в программе отправки на МКС специалистов и ученых для проведения на орбите научных экспериментов с максимальной эффективностью. Видите, как надежно все. Какой у нас космос надежный. Какой-то важный, прежде всего, помимо кино, важный научный эксперимент. И действительно, если возможно будет готовить людей достаточно быстро, ведь это и туризм, это и исследователи, это и люди ученые, и медики. Космос наш.
Вместе со съемочной группой на Землю вернулся космонавт Олег Новицкий, который провел на орбите более полугода. Для него это была 3-я космическая командировка. В ее рамках Олег совершил 3 выхода в открытый космос, провел прием многофункционального модуля «Наука», перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-18» с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука», а еще отметил 50-летний юбилей на борту МКС. Признается, что привыкнуть к Земле сложнее, чем к невесомости. Тяжеловато, Земля матушку принимает, конечно, все тело такое немного свинцовое, голова кружится, на поворотах заносит, но организм, наверное, с каждым полетом все как-то более быстро воспринимает изменения вот этого состояния. На станцию полетел, ты вообще как будто оттуда не улетал. Буквально 10-15 минут и все, ты уже в этой жизни. На Землю, конечно, немножко более продолжительный процесс снимает. Актрисе Юлии Пересильд адаптироваться на МКС было сложнее, особенно в бытовых вопросах. Для кадра у нее всегда должны были быть чистые, распущенные волосы. В Ютубе есть множество роликов, как космонавты умело ловят капли воды в невесомости и специальным шампунем моют голову. Для освоения этого навыка актрисе понадобилось 6 дней на орбите. Там было у нас физически времени мало спать, потому что нужно было сниматься постоянно. Ну и вообще много чего еще делать. Потому что там даже, просто, скажем так, помыть голову, это же целая большая операция. После космического путешествия экипаж перевезли на аэродром Чкаловский. Оттуда они прибыли в звездный городок, где их тепло встретили родственники, местные жители и члены отряда космонавтов Роскосмоса. Чтобы полностью восстановить силы, киноэкипажу нужно провести какое-то время под наблюдением врачей. Продолжительность такой реабилитации зависит от самочувствия участников полета, а проходить ее они будут в профилактории Центра подготовки космонавтов. После чего уже смогут полноценно заняться постпродакшеном первого в истории художественного фильма, съемки которого велись за пределами Земли. Нинель Баянова, Владислав Миронов, Артем Лебедь, Никита Кулаков, Борис Готгельф, Максим Фраянс, Роскосмос Медиа. Тем временем на Байконуре к полету по маршруту Земля-МКС готовит транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18». Запуск «Прогресса» запланирован на 28 октября в 3 часа ночи по Москве. Грузовик доставит на МКС 600 килограммов топлива, 400 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатых газов, около 1,5 тонн различного оборудования и материалов, а также, конечно же, посылки от родных и близких. В российском сегменте МКС сейчас работают Петр Дубров и Антон Шкаплеров. Ожидается, что корабль причалит к модулю «Звезда» через 2 суток после запуска. Специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке «Прогресса» компонентами топлива и сжатыми газами. О работе кислородно-азотного производства на Байконуре подробно Влад Миронов. То, что ракеты-носители, разгонные блоки и другие космические аппараты заправляют в том числе азотом и кислородом, думаю, известно многим. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как именно его производят? Охранят и транспортируют? И контрольный вопрос. Если вам не до конца понятно назначение этого шара, добро пожаловать на кислородно-азотное производство космодрома Байконур. Средняя производительность криогенного продукта – это 40 тонн в сутки. Продукт достаточно высокого качества, с содержанием 99,9% основного вещества в продукте. Сырьем является простой атмосферный воздух, так как в нем содержание кислорода 21%, азота 78% и остальное там аргон и всякие мелкие там примеси. Это все выкидывается, на установке получается только кислород и азот. Через эти 16 фильтров атмосферный воздух попадает в воздушный компрессор. Производство достаточно шумное, необходимы специальные наушники. Дальше его охлаждают, очищают от примесей и влаги, а потом заправляют в уже готовые к отправке вагоны. А потом эти вагоны развозят компоненты ракетного топлива на другие локации Байконура. Примечательно то, что производственные мощности этого завода настолько велики, что кислорода и азота здесь даже с избытком. Остаток отправляют на другие российские космодромы и даже медицинские организации соседних городов. Едет с Байконура до Восточного, дорога занимает много времени, до месяца. Также и в Плесецк ездит отсюда по необходимости. Сейчас в связи с пандемией потребность в кислороде только возрастает, поэтому берут не только на космические программы, но и сторонние организации близлежащие. Стараемся им помогать
Конечно, руководство ЦНКИ в этом участие принимает, но на нас ложится дополнительная нагрузка по производству. Мы находимся в секторе технологического контроля. За моей спиной установки, на которых, собственно, контролируют количество примесей исходного продукта кислорода и азота. Ольга, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, чем мы сейчас будем с вами заниматься? Мы сейчас с вами возьмем с этого дюара. Там находится жидкий кислород. Для чего мы это будем делать? Мы сюда делаем отбор пробы, наливаем литр жидкого кислорода для того, чтобы посмотреть анализ на влагу, мехпримеси и содержание масел. То есть, чтобы вот как бы топливный кислород был максимально чистым? Чтобы он у нас и так чистый. У нас, слава богу, этих мехпримесей не бывает, но мы следим, то есть отслеживаем этот процесс. Вот это жидкий кислород. Тот, на котором, собственно, летают ракеты. Да. Вот он очень такого интересного цвета. А почему он шипит сейчас? Потому что у него минусовая температура, минус 183, а в атмосфере у нас сейчас 27 градусов тепла. Ну да, вы, наверное, здесь летом от жары не страдаете. Кстати, тот шар – это хранилище для жидкого азота. Туда можно вместить сразу 1040 тонн криогенного продукта, представляете? И это не единственное, чему мы удивлялись за целый день, который провели на этом производстве. Но, безусловно, такие объемы и мощности требуют круглосуточной, тяжелой работы. По штату здесь 82 человека работает. Коллектив сплоченный, работает круглосуточно в 4-сменном режиме. Нагрузка на них тоже лежит колоссальная. Я здесь вырос на этом заводе, я сюда пришел в 2001 году инженером-технологом. Также ходил смены еще на старой установке на КЖ-РЖ-6. Вот уже 20 лет здесь проработал, коллектив со своими задачами справляется, кислород льется, азот тоже. Всех обеспечиваем. И снова Байконур. Космические аппараты «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», доставленные в аэропорт Крайний, уже находятся на космодроме. Спутникам предстоит автономная подготовка в монтажно-испытательном корпусе. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7» запланирован на декабрь. В инновационном центре Сколково прошла 5-я юбилейная конференция по информационной безопасности в ракетно-космической отрасли. Ее организаторами выступили госкорпорация «Роскосмос» совместно с Корпоративной академией Роскосмоса. В конференции приняли участие руководители и специалисты организации ракетно-космической отрасли России, крупнейшие разработчики и IT-интеграторы. Вопрос, как защитить, вопрос, какие есть на сегодняшний день современные инструменты и способы защиты, как они внедряются именно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, что здесь можно, что вот неприменимо. У нас очень плотная, очень насыщенная программа. Мы пригласили и тех, кто внедряет цифровые решения, и тех, кто разрабатывает их. Мы пригласили сюда регуляторов. Большой блок с возможностью предприятиям напрямую поговорить с госкорпорацией «Роскосмос». У нас прямо специально есть такая сессия, которая называется «Прямой диалог». Практически вся программа была сформирована исходя из актуальных запросов предприятий и участников форума. Это продиктовано стремлением наладить прямой диалог и задать вектор развития в сфере обеспечения информационной безопасности. Форум примечателен тем, что он знаменует полномасштабную максимальную цифровую трансформацию отрасли. То есть мы теперь комплексно говорим не просто отдельно об автоматизации, отдельно о информационной безопасности, которая обезопасивает автоматизацию. Мы говорим комплексно о едином движении вперед, о трансформации отрасли с помощью цифровизации и ее безопасных технологиях.
Стратегия цифровой трансформации госкорпорации «Роскосмос» уже разработана и активно внедряется. Каждое предприятие получило оценку своей цифровой зрелости и дальнейшие рекомендации для развития. Основная часть цифровой трансформации должна завершиться до 2025 года. Сейчас космос на более чем 99% это космические аппараты, которые предоставляют данные. Пусковые услуги меньше процента. Поэтому данные – это наше все. Защищенные, безопасные, качественные, чистые данные – это наше все. Одной из тем форума стала программа «Госсопка» и ее интеграция в ракетно-космическую отрасль. Госсопка – это государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Мониторингом информационной безопасности госкорпорации «Роскосмос» занимается НТЦ «Заря». ГУП НТЦ «Заря» является основной главной организацией по вопросам информационной безопасности в госкорпорации «Роскосмос». Вся специальная связь, которая у нас в Роскосмосе, все это сделано нашими руками. И много других направлений. Мы являемся составной частью программы «Госсопка» – государственная система предупреждения и обнаружения компьютерных атак. И мы являемся интегратором в госкорпорации. Участники рассматривали не только примеры расследований компьютерных инцидентов и ликвидации последствий компьютерных атак, но и импортозамещение, цифровизацию и обучение, выявление критически важных проблем в существующих процессах, анализ новых угроз и рисков. Ну и, конечно, разработчиками были представлены новые продукты и системы для повышения обеспечения защиты информации и передачи данных. Мы не стоим на месте и разрабатываем те продукты с опережением времени. Сегодня на этом мероприятии мы хотим представить новый наш продукт совместно с компанией Курет. Это защищенные квантовые сети. Если при канале VPN трудно определить, есть ли у нас какая-то компрометация данных, и мы можем на каком-то порту или в канале связи мы можем копировать эти данные в бок, то при совместном, использовании продуктов квантового шифрования мы на точке приема однозначно можем понять по определенным алгоритмам, есть ли у нас на этом канале какой-то нарушитель. И эта технология сейчас показывает то, что мы готовы уже к созданию квантового компьютера, который, может быть, в 5 или 10 лет следующий будет создан. Это фактически будущее информационной безопасности. Идея в том, что ключи можно передавать несколькими способами. Можно с помощью асимметричной криптографии, можно с помощью доверенным курьером, а можно с помощью элементарных частиц, одиночных квантов света. Так вот, оказывается, что одиночные кванты света – это идеальные курьеры, которые могут передавать ключевую информацию таким образом, что мы можем проверить, была попытка перехвата или нет. И надежность этой системы, то есть гарантия того, что ключ известен только передатчику и приемнику, основана на законах квантовой физики и на строгом математическом доказательстве. В будущем мы ожидаем, что передача квантовых сигналов, она будет не только спутник-Земля, но и спутник-спутник. Таким образом, можно будет строить разветвленные квантово защищенные сети. Участники конференции получили уникальную возможность обсудить инновационную тематику и услышать разъяснения по поводу новых законов в сфере информационной безопасности и их исполнения. Сейчас мы занимаемся созданием киберполигона, опять же на базе группы НТЦ «Заря», где мы будем проводить испытания отечественных средств защиты информации, привлекать все наши организации, чтобы они смотрели, как средства защиты информации отечественные отрабатывают. Ну и, соответственно, будем с привлечением наших регуляторов, ФСБ, ВСТЭК, какие-то сценарии компьютерных атак проводить, и реагировать на них. Так что такие основные направления, которые мы себе тактически определили на ближайшее будущее. Пятая юбилейная конференция по информационной безопасности в ракетно-космической отрасли объединила более 150 руководителей, специалистов организации отрасли и ведущих игроков рынка информационной безопасности. Ключевая задача представительного форума по оценке организаторов и участников выполнена. Благодаря развивающимся профессиональным контактам определены векторы совместного приложения сил для обеспечения информационной безопасности в одной из важнейших сфер национальной экономики.
Космическая дата международного масштаба. 21 октября 2011 года со стартовой площадки во французской Гвиане был произведен первый пуск российской ракеты семейства «Союз-2». В связке с разгонным блоком «Фрегат» ракета вывела на орбиту 2 спутника европейской навигационной системы «Галилео». Наши коллеги из Цинки подробно в специальном репортаже о том, какими были эти 10 лет. Смотрим. От Москвы до французской Гвианы 10 тысяч километров. Другой континент. Но именно здесь находится один из самых современных стартовых комплексов для ракеты «Союз», построенных специалистами Цинки космодрома России. В непроходимых джунглях комплекс возвели на месте базальтовой горы. Порода невероятной прочности. Она и стала фундаментом для российско-европейских отношений. Почему он появился? У носителей среднего класса у французов не было как такового. У них была легкая ракета, у них была тяжелая ракета. Среднего класса нет. А потребность, конечно, была. Еще в 2000-х Европейское космическое агентство обратилось к России с просьбой о пусках ракеты «Союз» со своего космодрома во французской Гвиане. Именно надежность «Союза» и привлекла иностранцев. Уникальность в технических решениях стартового комплекса, который предложил выдающийся конструктор, соратник Сергея Королева Владимир Бармин при строительстве еще первого старта на Байконуре. Площадка за океаном в Гвиане очень напоминает знаменитый гагаринский старт. Ракета там тоже висит. Она держится за счет силового пояса второй ступени. Само конструктивное исполнение крайне оригинальное, конечно. И то, что в нем нет исполнительных механизмов, приводящих, раскрывающих эту систему при старте, это действительно заслуга отца, и он настоял на этом. Сегодня «Союз» – самая популярная и единственная ракета, которую пускают с 4 космодромов мира. Сюда, на другой континент, ракету доставляют в разобранном виде, на кораблях по океану. И хотя космодром иностранный, готовить «Союз» к старту приезжают и российские специалисты. Ракетно-космического центра «Прогресс», научно-производственного объединения «Лавочкино» и Цинки космодромы России. Французы довольны были. Вот все, кто работал с нами, они как бы стали русскими французами. Вот, наверное, подобные проекты и должны влечь в основу дальнейших международных отношений. На берегу океана экстремальные условия – сильная влажность, соленый воздух, изнуряющая жара и обилие насекомых. Может, для кого-то это и рай земной, для техники и сотрудников космодрома – огромная проблема. Есть период миграции бабочек. Это вообще все забивает, все, что можно. Им нет, летят миллиарды этих бабочек туда, к океану, и вечером возвращаются обратно. Все оборудование как бы в гадости. Здесь металл регулярно обрабатывают спецсредствами, иначе коррозия его быстро уничтожит. А уберечься от палящего солнца во время подготовки к пуску специалистам помогает мобильная башня обслуживания. Уникальное сооружение конструкторов научно-исследовательского института стартовых комплексов. Точно такая же на космодроме «Восточный», только там она защищает от холода и ветра. Ее трудно с кем-нибудь сравнивать. Почему? Потому что это облегченная башня. Потому что главный процесс на Куру – это, так сказать, влага, проветриваемость помещений. Там, понимаете, там же даже помещения строят без одной стенки. Почему? Чтобы проветривалось, чтобы не гнило. Там дождь, если идет дождь, то это стеной, как из ведра. Мы такие дожди здесь наблюдаем, но, может быть, 1 раз в год. А там это те дожди, которые у нас здесь, в средней полосе, они под этот дождик они играют в волейбол. Близость к экватору дает одно большое преимущество. Куру – идеальное место для запуска спутников на геостационарную, самую востребованную орбиту. Высота 35 тысяч километров. Сама Земля своим вращением придает ракете дополнительную скорость и позволяет больше брать полезной нагрузки. «Союз» достаточно эффективная ракета. Он выводит «Союз-СТ» из Гвианы вместе с разгонным блоком «Фрегат», выводит 3,2-3,4 тонны. Это нагрузка протона Байконура. Понимаете, а протон – это тяжелая ракета. Вот. То есть, почему я и говорю, что многие аппараты, которые вот класса протона, могут быть пересажены туда и оттуда запускаться. За 10 лет с этого стартового стола успешно поднялись в космос 25 ракет семейства «Союз».
комплекс доказал свою надежность и работоспособность. Мы показали всему миру, что мы можем строить иностранные космодромы, адаптированные к любой стране. Сегодня Россия пока единственная в мире страна, которая строит космодромы на экспорт. В ракетно-космический центр «Прогресс» поставлены двигатели первой и второй ступени для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Они предназначены для динамических и статических испытаний, имитации различных типов нагрузки и проверки избранных конструкторских решений в ходе наземных испытаний. Этот процесс, он достаточно длинный, и он продлится, я думаю, что до 2023 года продлится. То есть здесь просто много различных экспериментальных установок, они предназначены для исследования различных случаев нагружения с заправкой, без заправки, с запуском двигателя, без запуска двигателя и так далее. На ракете «Союз-5» применят ряд новых технологий, в том числе сварку трением с перемешиванием. Российское оборудование для этого современного технологического процесса приобрели по программе «Конверсия» Фонда развития промышленности. Роботизированная сварка трением с перемешиванием – это новая для отечественного ракетостроения технология. При таком подходе фреза как бы вгрызается в материал, перемалывая мельчайшие его частички. С перемешиванием можно сваривать листы алюминия толщиной до 30 мм. Сам принцип сварки трением с перемешиванием – это отсутствие расплавленного материала. Потому что когда сплавы алюминиевые, ну, собственно, и любой материал расплавляет, у него меняется свойство, как правило, в худшую сторону. С этой сваркой этого не происходит, потому что нет расплавленного металла. То есть он просто перемешан механически. Да, он нагревается там до 200, даже, может быть, чуть выше градусов, но нет расплава. То есть там нет 500-600 градусов, когда металл в жидкой фазе уже находится. Основной смысл — повышения качества шва, и эта технология, она проще контролируется рядом, значит, ну, допустим, ультразвуковым контролем. И здесь полностью автоматизированный шов, то есть здесь нет человеческого участия в принципе. Если вдруг что-то идет не так, там, например, ну, может быть, теоретически любые швы могут, так сказать, выходить с браком, и аргонодуговой сваркой, и СТП здесь тоже полностью ремонтопригодные, то есть ни в брак ничего не уйдет. В музее РКЦ «Прогресс» макеты ракет «Союз-2» и «Союз-5» уже можно увидеть рядом, в натуральном соотношении размеров. Стартовая масса создаваемой «пятерки» фактически в 1,5 раза больше, чем у семейства легендарных ракет «Союз-2». Проблема «Союза-2» на самом деле, вот одна из основных, это что на заправленной ракете работает там порядка, ну, от 50 до 100 человек. То есть и все аварии вот, советской ракетной техники на «Заре», они связаны именно с большим количеством операций на заправленной ракете. Вот. Но исторически эта машина так была сделана, сейчас ее уже переделать невозможно. То есть переделать «Союз-2» — это значит сделать заново новую ракету, другую. Ну что, собственно, сейчас и происходит. А вот «Союз-5», он базируется на стартовом комплексе ракеты-носителя «Зенит», которая была полностью автоматизирована. То есть там, начиная от стыковки ракеты со стартом, все заправочные операции, все происходит без людей непосредственно около ракеты. Для «Союза-5» уже отработаны методы создания новых, более прочных металлургических сплавов. Конструкторы упоминают также о других современных решениях, которые воплотят в новой ракете. Но говорить о них можно будет только после завершения всех испытаний. А сейчас в большом космосе традиционный обзор от Николая Вдовина «Объекты Вселенной». Спиральная галактика под номером 38 каталога Колдуэлла находится в созвездии Волоса Вероники. Также она известна как галактика-игла NGC 4565. До нее 40 миллионов световых лет от Земли. Протяженность этого далекого мира около 100 тысяч световых лет, как и у нашей галактики Млечный Путь. Вот как писал об этой галактике прославленный Иван Ефремов в легендарной «Туманности Андромеды». Наклоненная в одну сторону, как парящая птица, галактика широко простирает в стороны свой, очевидно состоящий из спиральных ветвей, тонкий диск, а в центре сильно сплющенным шаром горит ядро, кажущееся плотной светящейся массой. Отчетливо видно, насколько плоски звездные острова. Галактику можно сравнить с тонким колесом часового механизма. Спасибо, что были с нами. Увидимся в большом космосе.